Всем привет, друзья! Меня зовут Никита, и вы на канале Постоялец. В этот чудесный весенний день, а на календаре сегодня уже наконец-то 1 марта, с чем я вас, друзья мои, и горячо поздравляю, а особенно своих земляков, сибиряков и тех людей, у которых зима длится достаточно долго. И к январю успевает уже немного так поднадоесть. Но, несмотря на то, что весна уже официально наступила, в Сибири у нас, как видите, зима не спешит отдавать свои права. И сегодняшний поход еще смело можно назвать зимним. Здесь у нас в Алтайском крае температура днем где-то -6, а ночью будет до -10. Ну, в лесу может быть чуть похолоднее. Но прогноз погоды нам предвещает, что это последние такие зимние выходные. Потом уже начнутся у нас около нулевые плюсовые температуры. Соответственно, я предполагаю, что в этом сезоне это последний такой полноценный зимний поход с нормальным таким умеренным минусом ночью. И этим походом я хотел бы подвести некоторые итоги этого зимнего сезона. Этот зимний сезон, я считаю, очень плодотворно у меня прошел. Включая этот поход, за зиму я в лес с ночевкой выбирался 4 раза. Много или мало это я судить не берусь, у каждого эта цифра своя. Для меня это пока новый личный рекорд. Хоть и по факту первый раз я, можно сказать, не зимой ночевал, это было в ноябре, но погода уже была достаточно зимняя, примерно вот как сейчас такая же, так что тоже идет в зачет. В тот раз я ходил со своим товарищем Владимиром, видео есть на канале, называется «Суровый люкс». Затем я сходил в соло-поход, также это видео есть на канале, называется «Зимний соло-поход». Это было в декабре, а затем в январе на каникулах я сходил в поход со своей супругой. Она ночевала зимой в лесу вообще первый раз. И ее боевое крещение состоялось в крепкие такие, если мне не изменяет память, в -17 градусов ночью. Видео на этот момент, скорее всего, уже будет на канале. Я планирую выкладывать их в хронологической последовательности. Но если еще не вышло, значит выйдет следующим. Итак, таковы мои итоги по этому зимнему сезону. Но это еще не все. Сегодня видео будет не про поход как таковой. Иду в примерно таком же формате, как ходил в прошлый раз. Видео уже есть подобное на канале. Снимать примерно то же самое, наверное, нет смысла. В этом видео я хотел бы коротко пробежаться по своему зимнему снаряжению, так сказать, составить зимний чек-лист. Покажу и в 2 словах расскажу то, что я взял сегодня с собой в зимний поход. Может быть, кому-то это пригодится. Итак, начнем. Буквально в 2 словах хочу пробежаться по одежде, что на мне надето сегодня. Пойдем сверху вниз. Шапка. Обычная, совершенно какая-то нехитрая, без технологий. Нижний слой это термуха, обычная, без какого-то утепления, фирмы Крафт. Штаны, подштанники точнее. Ну и, соответственно, обтягивающий такой комфортный верх, чтобы отводить влагу. Прямо сверху на термобелье у меня надета куртка декатлоновская Кешуа на -10 градусов. Вполне такая приятная курточка, походная, плотненькая, защищенная в нужных местах. Мне нравится, в общем. Скоро, чтобы утеплиться, я достану из рюкзака флиску такую достаточно теплую, которую я брал в спортмастере бренда Outventure. От этого же бренда у меня довольно-таки теплые баллоневые штаны. Есть также у меня парочка с собой перчаток. Это вот просто стандартные такие перчатки. Тоже, по-моему, покупал их в Декатлоне. Вторые перчатки у меня вот такие вот из плотного флиса фирмы Alaskan. Их особенность в том, что у них вот так вот открываются пальцы. Причем большой палец тоже тут пристегивается, можно зачехлить его. Очень удобно что-то делать по лагерю, какую-то работу. И мне также удобно обращаться с камерой в них. В общем, полезная штука. На ногах у меня зимние мембранные ботинки Mammut, которых, к сожалению, по-моему, уже не продают в России. Им уже очень много лет, наверное, лет 8 до сих пор ходят. Ну, уже так они, конечно, потрепанно выглядят достаточно, но функцию свою выполняют. А также обязательно, я считаю, для зимы штука — это гамаши. У меня они тоже из Декатлона, достаточно плотные такие, с металлическими фиксаторами, с шнурочками. Купил их после того, как в лесу потоптал пухляки, и мембранные ботинки мне не помогли, так как сверху просто снег засыпался. Теперь же такой проблемы нет. Теперь я хотел бы разобрать волокуши. Волокуши я обычно стараюсь складывать все самое максимально тяжелое, чтобы не нести это на себе, а просто тащить по снегу. Зимние походы штука тяжелая в прямом смысле снаряжения. Я посчитал с собой, у меня волокуша где-то около 20 килограмм и около 10 килограмм в рюкзаке. Итого около 30 килограмм снаряжения. Легкоходы вышли из чата. Итак, первое, что я достал из волокуш, это вот этот складной стульчик.
Очень удобный, комфортный, легкий, 800 грамм всего. Можно вот так замечательно откидываться, посидеть на нем. Мне нравится этот стул. Вот такой вот всем известной фирмы. Затем пара у меня тут вот таких вот резинок, чтобы ничего не развалилось. Скрепляет все это снаряжение. Взял с собой сегодня лопату, потому что снега навалило. Это большая, тяжелая, но комфортная раскладушка. Затем складной алюминиевый столик. Столик мне очень нравится. На алюминиевой столешнице все очень уверенно стоит. Поэтому мой выбор пал на него. Затем для заготовки дров я использую вот такой вот топорик Fiskars X7. Пока что он великолепно справляется со своей функцией, и также им удобно забивать колышки. Затем у меня здесь находятся продукты в обычном пакетике. Я думаю, подробно разбирать нет смысла. Также на всякий случай я беру с собой питьевую водичку. Несмотря на то, что вокруг полно снега, иногда бывает нужно оперативно попить чистенькой водички, поэтому пускай будет. Еще здесь у нас вот такой вот термос с чайком на где-то 1,5 литра. Мне очень нравится, хорошо держит температуру. Предпоследнее, что находится в волокушах, это походная печка от фирмы Пошехонь Star Кабанчик, широко известная в узких кругах, как говорится. Она выполнена из нержавейки, она такая достаточно объемная, но не сильно тяжелая, около 3 килограмм, насколько я помню, она весит. Очень долго думал, выбирал между китайской титановой печкой и кабанчиком. В итоге остановился на кабанчике, потому что такая печка мне нужна исключительно для зимы. А зимой, как вы заметили, я постоянно пользуюсь волокушами, поэтому такой вес и габариты печи для меня не критичны. А в остальном у кабанчика перед титановой печкой, я считаю, одни плюсы. У него цельная конструкция, которую практически не нужно собирать, больше объем топки и, на мой взгляд, более адекватная труба, нежели труба из титановой фольги. Также в сумке с кабанчиком у меня лежит пара перчаток. Это грязные перчатки для сборки-разборки и такие условно огнеупорные перчатки, желтые кожаные, чтобы подкинуть что-нибудь в топочку, ну, короче, для каких-то горячих работ. Ну и последнее, что лежит у меня в волокушах, это мой тент под печку. Покупал я его на Алиэкспрессе, он достаточно большой, разработан он изначально под гамак. Но по назначению я его так ни разу и не использовал. Использую его просто как тент под печь. Есть у него, конечно, свои нюансы, возможно, зимой я с ним больше ходить не буду. Хочу попробовать палатку-пирамиду, она сейчас в пути. Жаль, конечно, что в по-настоящему зимних условиях я в этом сезоне ее, скорее всего, не попробую. Но планирую еще устроить весенний выход с печкой и с новой палаткой-пирамидой. Посмотрю, что к чему, сделаю обзор, возможно, какое-то сравнение. И если палатка-пирамида мне зайдет больше, то от этого тента я, скорее всего, избавлюсь. Штука, конечно, классная, но, наверное, не для такой зимы. И не для одного, потому что для одного, мне кажется, она избыточна. И так как я в основном хожу соло, мне, наверное, такой тент ни к чему. Внутри практически стоковая комплектация. Там находится сам тент, оттяжки, 2 разделки под трубу. Единственное, что я сегодня взял с собой, это другие колышки, такие здоровенные колышки из нержавейки. Также здесь коньковая веревка, на которую я буду вешать этот тент, и веревка внутрь, чтобы вешать одежду на нее. И фонари. Рюкзак, пожалуй, я разберу немного позже. Сначала поставлю лагерь, а то становится немного прохладно и хочется кушать. Корочка немного употребим. Итак, друзья мои, укрытие установлено, содержимое волокуши уже практически тоже все разобрано. Осталось разобрать рюкзак. Сам этот рюкзак вы уже могли видеть в моих роликах. Он фирмы 3FU Gear. Это вроде как достаточно легкая модель, потому что нет спины. Вместо спины здесь предполагается пенка в виде гармошки, либо какая-то иная. У меня это технический коврик. Я уже показывал, как я его сюда вставляю, фольгированный такой вот. Теперь он у меня лежит в кресле, меня греет. Начнем отсюда. Здесь у меня, опять же, коврик фольгированный из Спортмастера. Такой же, как технический, но я его стелю еще на раскладушку дополнительно для утепления. Хотя у меня есть еще надувной ковер. Достаточно он легкий, скручивается в такую компактную рульку, почему бы и нет. Вот. Пупсик. Здесь у меня также с собой ножичек Mora Компаньон из нержавейки. Отличный не сервантный рабочий ножик. В принципе, беру его часто с собой в походы. Также здесь есть поджопничек, на который удобно встать, переодеться, потопить печку, на коленку встать, либо можно также в стул кинуть. Так как забыл изначально положить его внутрь, снаружи уже засунул этот неприглядный пакетик. Тут у меня, собственно, небольшая моя гигиена. Это зубочистки, зубная щетка, зубная паста и, как ни странно, еще здесь же титановая моя ловилка лежит. Все никак не приобрету себе какой-нибудь легкий компактный НССР, он же по-русски косметичка. Ну, как бы и так пойдет. Боковые карманы практически у меня ничем не заняты в этот раз. Тут просто влажные салфетки и пакет для мусора. С этой стороны в кармане у меня лежит вот такой вот мешочек. Это аптечка. Собственно, у каждого она тоже индивидуальная. Затем на поясном ремне есть такие 2 очень объемные карманы. И здесь я ношу всякую мелочевку полезную.
В этот раз у меня здесь титановая пиала, чтобы смаковать пуэрчик потом вечерком. Затем USB-гирлянда, может пригодиться для атмосферы, и вообще она достаточно неплохо освещает на самом деле большую площадь. Также здесь всякие провода для зарядки, USB-C, Lightning в моем случае, Powerbank, кемпинговый фонарик, термометр. Кстати, посмотрим, сколько показывает. Показывает минус 3,2. И вот такая вот штука прикольная, раздувать костер или печку. Это USB-вентилятор, достаточно легкий. Сейчас продемонстрирую, как он работает. Хорошо раздувает, в принципе, но у меня есть еще мега-гаджет для этого с собой, потом попозже покажу. Второй канал. Здесь у меня лежит мультифонарь вот такой вот, Skillhunt H04RC. Очень классный фонарик, мне очень нравится. Есть куча всяких аналогов от более дорогих Armitec Phoenix. Этот был подешевле, но он меня абсолютно всем устраивает, так что могу его смело рекомендовать. Затем у меня вот такая штука, это для камеры. Я думаю, может снимать что-то буду от первого лица, но похоже не пригодится. Здесь также у меня беспроводные наушники, и вот это мега вещь. Это насос. И зачем мне с собой насос? Надуть коврик, скажете вы, и будете, в принципе, правы, потому что это можно легко им сделать, но не в моем случае, потому что я забыл насадку опять в очередной раз, но не суть. Самая главная функция для меня в этом походе с помощью него раздувать печку. Турбоподдув получается, отлично раскочегаривает печь, когда ты туда подкидываешь, угольки сразу прям задаются. Также можно включить фонарик, тоже очень классно светит. Несколько режимов яркости у него. Супер вещь вообще. Всем рекомендую. Так, чтобы ничего не растерять, я обратно всю мелочь в карманы закинул, что внутри рюкзака. Там на самом деле не так, что всего и много. Думаю, это будет быстро. Это вот такая флисовая шапка для сна. Подштаннички тепленькие для сна. Затем сухие теплые шерстяные носочки от любимой тещи. Но если и в них все еще будет прохладно, у меня еще с собой есть теплые пуховые носки от Camperbox. Вот такие вот носочки могут пригодиться. Также у меня еще с собой есть конденсатник, так как спальник у меня пуховый, штука это лишней не будет. Затем здесь у меня еще такая вот 10, по-моему, литровая герма, в которую сейчас я всю эту одежду сложу, чтобы она лежала вся в одном месте. Также я решил сегодня еще немного поэкспериментировать, и помимо своего основного пухового зимнего спальника, который я покажу немного позже, в дополнение я сегодня взял еще с собой андерквилт, который я использую для гамака, который можно использовать как квилт. Я попробую им укрыться, за счет чего мне, по идее, должно быть теплее. И я рассчитываю меньше топить печь ночью сегодня и немного хотя бы поспать. Соответственно, вот он андерквилт, которым я сегодня попробую укрыться, использовать его как квилт, то есть как дополнительное одеяло для утепления. Дальше идет у меня надувной матрас Nature Hike, Air Value 5,8 заявлено. Раз сегодня я ночую с печкой, значит сегодня у меня обязательно с собой есть детектор угарного газа. Вот так он выглядит. Еще здесь лежит битая с крестовой отверткой, чтобы, если что, поменять и поставить дополнительные батарейки, но я думаю, комплекта должно хватить. На самом деле очень трудно было выбрать детектор угарного газа, потому что топы маркетплейсов завалены барахлом с AliExpress, очень дешевыми детекторами угарного газа. Сначала даже я купил себе один из таких, но когда я пришел с ним в лес в начале сезона, я понял, что он просто не работает. С этим детектором я ходил в прошлый раз, вроде как функцию он свою выполняет нормально. Дальше здесь у меня надувная подушка, которая вокруг шеи. Я ее использую и в дороге, в принципе, уже под голову положить меня устраивает. Самый основной объем рюкзака — это мой зимний пуховый спальник Nature Hike ULG 700. Спальник, в принципе, отличный. В -1 я в нем ночевал в гамаке. Было нормально. Ну, как будто бы немного уже на пределе. Я думаю, он где-то на 0 примерно. Подбираемся к концу нашего списка. Здесь у нас кухня. Из кухни у меня с собой небольшая титановая сковородочка с антипригарным покрытием. На ней я планирую завтра разогреть себе булку. Она уж такая закопченная, потому что использовалась нащепочница. Довольно легкая, компактная, вообще не напрягает ее с собой взять. Затем вот такая вот матрешка. Здесь у меня титановая миска, где-то на 550 мл, по-моему, очень удобная штука. Очень приятно из нее кушать. Затем титановый котелок на 750 мл. Он весь закопченный, тоже используется нащепочница активно. И титановая кружка объемом 450 мл. И вроде бы последний, но не последний по значимости пункт в моем списке — это розжиг. В таком чехольчике у меня лежит баллон с газом, подставка для этого баллона, переходник, соответственно, с цианговым на резьбу. Вот такая вот пушка на газовый баллон, чтобы можно было легко разжечь костер.
Ну и, наверное, всем известная, очень популярная титановая маленькая горелочка БРС-1000. Но это еще не все. К средствам розжига я в последнее время добавил сухое горючее, сухой спив, называйте как хотите, но смысл, я думаю, всем понятен. Также тут лежат еще всякого разного калибра спички, ну и по сути все. Такой зимний комплект снаряжения у меня получился к концу этого сезона. Если у вас будут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием отвечу. Или переходите в телеграм-канал, в чате достаточно оперативно, можно обсудить какие-то вопросы. Буду очень рад, если вы подпишетесь на YouTube-канал или на какие-то другие альтернативные каналы, где вам удобно смотреть. Ну а сегодняшнее видео я, пожалуй, буду заканчивать. Буду продолжать свой поход, ночевать в этом прекрасном лесу. Ну а вам, друзья, я, как обычно, желаю удачных походов с любым снаряжением. Увидимся!